Всем привет! Решила с вами поделиться еще одной идейкой из интернета, черепашкой. Черепашку зовут Отто. Вот такой черепашка. В описании под видео я оставлю автора и откуда я взяла эту идейку. Вот, значит, нам понадобится для этой черепахи глазки на безопасном креплении. У меня они 15 миллиметров, но на фотографии, которую я вам показала, да, там глазки побольше. Я думаю, что там глазки 20 миллиметров. У меня таких нет, поэтому я беру 15 миллиметров. Вязать я буду крючком 2,5. Понадобится нам фетр для глаз, чтобы сделать яблочко. Вот у меня миллиметровый фетр толщиной. Дальше еще фетр я взяла, но у меня нету потолще фетра темного цвета, у меня тоненький он совсем. Это для обуви, для подошвы. Ну, я объясню потом по ходу вязания, для чего это нужно. В общем, фетр темного цвета. Так, и что еще нам понадобится? Наполнитель. У меня в данный момент синтепух. Я, конечно, не очень довольна синтепухом, пока... Вот решила попробовать, заказала синтепух. Мне больше все-таки нравится именно в шариках, когда шариками скатанные такие вот синтепон. Значит, пряжа такого цвета, зеленого, ну такой у меня салатовый немножко цвет, красная пряжа. Дальше белая либо черная для подошвы. Но я взяла черную, у меня белой пряжи пока нет. И такая вот коричневая пряжа тоже понадобится. Название, вернее номер пряжи и название, да, пряжи я оставлю в описании под видео. Итак, начинать будем мы вязать черепашку с головы. Да, и еще нам понадобятся пуговички. У меня вот такие вот пуговички 2 сантиметра в диаметре. Это для того, чтобы притягивать ножки. Ножки будем притягивать, не пришивать. Еще забыла сказать, понадобится клей. Но опять же, это для тех, кто будет делать так же, как я. Клей вот такой вот силиконовый, горячий, тоже понадобится в процессе для обуви. Итак, голова. Набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Так, набрали в кольцо, стягиваем колечко и вяжем круг. Я на камеру вязать круг не буду, так как это обычный круг, мы его повторяем очень часто в вязании игрушек. Значит, вяжем круг до 9 ряда. Прибавки делаем в каждом ряду по 6 прибавок. Значит, второй ряд у нас будет 12 прибавок подряд, затем столбики прибавка, 2 столбика прибавка. И, ну, я напишу в описании в видео, вы увидите. Оставлю схемку. И так мы провяжем круг до 9 ряда, в котором у нас будет 7 столбиков и прибавка, повторив 6 раз, в ряду 54 столбика. Провязываем этот круг. Так, провязали 9 рядов. Не забыли зафиксировать серединку, чтобы не распустилась. 10 ряд. Вяжем 18 столбиков без накида. Провязали 18 столбиков. Теперь мы вяжем 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Накид. Захватили рабочую нить, все петелечки на крючке провязали. Раз, сюда же. 2 и 3 полустолбик с накидом. Дальше мы вяжем 16 столбиков без накида. Провязали 16 столбиков. Теперь также еще вяжем в один столбик, провязываем 3 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3. 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Провязали и оставшиеся 18 столбиков без накида довязываем до конца ряда. 11 ряд.
Вяжем опять 18 столбиков без накида. Дальше вяжем 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Накид. Раз. И сюда же второй полустолбик без накида. В следующую петлю предыдущего ряда, следующий столбик, опять провязываем 2 полустолбика с накидом. И в третий столбик предыдущего ряда провязываем 2 полустолбика с накидом. То есть у нас 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Далее вяжем 16 столбиков без накида. Также и с этой стороны над полустолбиками с накидом предыдущего ряда мы вяжем прибавки, то есть 3 прибавки подряд из полустолбиков с накидом. Раз. Два. И 3. Далее 18 столбиков довязываем без накида до конца ряда. 12 ряд. 18 столбиков без накида. Провязали, теперь мы вяжем 6 прибавок подряд из полустолбиков с накидом. 6 прибавок подряд. Провязали. Далее 16 столбиков без накида. Дальше 6 прибавок подряд из полустолбиков с накидом. У нас прибавки над полустолбиками с накидом предыдущего ряда. 6 прибавок подряд. И 18 столбиков без накида у нас осталось, довязываем до конца. 13 ряд. Провязываем 18 столбиков без накида. Далее вяжем убавку одну за передние стеночки петли. Убавка. Затем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. Затем 16 столбиков без накида. Провязали 16 столбиков без накида. С этой стороны точно так же делаем убавку. Затем вяжем 8 столбиков без накида. Семь, 8. Убавка. И 18 столбиков без накида провязываем до конца ряда. Не произношу количество петель, да, которые у нас получается в ряду. Я думаю, вы увидите, у меня тут описание схемки. Количество петель, там все я пишу. Теперь 18, простите, с 14 по 25 ряд мы провяжем без изменений. В этом ряду, в 13, который у нас получились 72 столбика, провязываем 12 рядов столбиками без накида. С 14 по 25 ряд без изменений. 12 рядов. Вот, провязала я 12 рядов без изменений. На этом этапе мы можем ставить глазки. Я у себя нашла глазки 19 миллиметров. Вот такие вот, правда, они не черные, с коричневой окантовочкой. Но ничего, пробую такие глазки.
Значит, и как я говорила, да, в начале, либо 15, либо 20. Ну, у меня 19. Значит, вставляем глазки между 10 и 11 рядом. Вернее, между 10 и 9 рядом. Вот находим тот ряд, где у нас первая была прибавка из полустолбиков с накидом. Да, вот он этот ряд. И именно в этот столбик, куда мы провязали прибавку, вставляем глаз. Вот так вот ориентироваться можно. Вот, вставили глазик. Также и с этой стороны. Вот у нас первые 3 прибавки из полустолбиков с накидом. И вот куда мы провязали эти прибавки, сюда вставляем глаз, в этот столбик. Все, фиксируем и продолжаем дальше вязать. Дальше у нас 26 ряд. С 26 ряда мы будем вязать убавки. 26 ряд, 10 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду останется 66 столбиков. Так как у нас было 72, останется 66. 10 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. Итак, делаем так убавки. Параллельно наполняем голову плотненько. До конца делаем убавки. И стягиваем отверстие, которое у нас останется под конец. Останется у нас 6 столбиков, которые мы стянем. Я напишу вам схемку. Здесь видео вы можете тут просмотреть. Я не буду на камеру делать убавки. Вот. Итак, делаем убавки и стягиваем отверстие. Так, вот после последнего ряда с убавками, где мы делаем 6 убавок подряд, ниточку отрезаем, вытягиваем и стягиваем отверстие. За передней стеночки петли 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем ниточку, прячем, фиксируем. И все. Вот такая вот у нас получилась голова. Теперь вяжем тело. В кольцо набираем 12 столбиков без накида. Стягиваем колечко. И дальше мы опять же вяжем круг. Второй ряд у нас будет 6 прибавок, второй ряд у нас будет столбик и прибавка. Повторим 6 раз. И в ряду будет 18 столбиков. Затем 2 столбика и прибавка. И так далее. Вяжем до 12 ряда, в котором у нас будет 11 столбиков и прибавка. Повторив 6 раз, в ряду будет 78 столбиков. Давайте провяжем этот круг самостоятельно. Здесь я напишу схемку, по которой вы можете просто посмотреть и провязать этот круг. Вот такой вот круг получился. Значит, в 12 ряду у нас должно быть 78 столбиков. 11 столбиков и прибавка. Теперь с 13 по 22 ряд 10 рядов мы вяжем без изменений 78 столбиков. Провязали 10 рядов. Теперь 23 ряд, 11 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду останется у нас 72 столбика. 11 столбиков и убавка. 24 и 25 ряд вяжем без изменений 72 столбика. 26 ряд 10 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз и в ряду останется 66 столбиков. Описание я пишу с убавки и прибавки со смещением. И точно так же их и делаю. Если вы вдруг этого не делаете, то делайте убавки и прибавки как обычно. Без изменений. Просто вот 10 столбиков и убавка в данный момент я буду вязать со смещением. Поэтому сначала я провяжу 5 столбиков. Убавка.
Затем 10 столбиков и убавка, повторю 5 раз. И в конце у нас остаются 5 столбиков, которые мы довязываем до конца ряда. Так, четные ряды я вяжу со смещением. Теперь 27 и 28 ряд мы провяжем без изменений 66 столбиков. 29 ряд 9 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 60 столбиков. Убавки делаем за передней стеночки петли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9. И убавка. Теперь 30 и 31 ряд мы вяжем без изменений 60 столбиков. Теперь 32 ряд 8 столбиков и убавку повторяем 6 раз, и в ряду у нас 54 столбика. Вяжем этот ряд со смещением убавки. 4 столбика в начале и убавка. Затем 8 столбиков и убавка повторяем 5 раз. Ну и в конце у нас остается 4 столбика, которые мы довязываем до конца. Теперь 33 ряд вяжем без изменений 54 столбика. Итак, провязали мы 33 ряд без изменений. Теперь самостоятельно давайте провяжем, я вам тут напишу схемку. Дальше, значит, вяжем мы через ряд убавки. Значит, 34 следующий ряд у нас 7 столбиков и убавка, затем 35 ряд без изменений. Далее 36 ряд 6 столбиков и убавка, затем 37 ряд без изменений. И так чередуем ряды с убавками и без изменений до 42 ряда, в котором у нас будут 3 столбика и убавка, и в ряду останется 24 столбика. Наполняем плотно тело. Вот, наполнили плотно тело. Теперь 43 и 44 ряд мы провяжем без изменений. 2 ряда, 24 столбика. Дополняем еще, если нужно, и отрезаем ниточку побольше для пришивания. Делаем в конце соединительный столбик и отрезаем ниточку. Когда будем пришивать голову, потом дополним еще. Дальше рука. Но для начала свяжем пальчики. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Второй ряд у нас 6 прибавок подряд. Каждый столбик по 2 столбика. 12 столбиков у нас получилось. Теперь мы с 3 по 6 ряд 4 ряда вяжем без изменений 12 столбиков. Итак, значит, провязали, делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем. Так мы провяжем 2 пальчика, а третий оставляем, нить не отрезаем, так как я провязала уже вот 2 пальца, провязала, третий тоже провязала 6 рядов в итоге, то есть 4 ряда без изменений мы с вами провязали. Теперь дальше вяжем 6 столбиков, пять, 6, берем пальчик, я начинаю, вот тут у меня соединение, и перед ним в этот вот столбик я с этого начинаю, так мне удобнее, как бы это соединение сразу у нас прячется, чтобы потом
не мешало оно. Провязываем 6 столбиков. Раз. Два. Параллельно можно прятать эту ниточку. 3. 4. 5. 6. Берем следующий пальчик. Точно так же беремся за столбик, вводим крючок и сразу провязываем первый столбик. Но на этом пальчике, на третьем, мы провяжем 12 столбиков. Это первый, второй, 3. 12 столбик я провязываю так, значит, чтобы здесь у меня не было дырки, значит, провязала, вернее, вытянула рабочую нить, но не провязываю 12 столбик. Ввожу крючок в тот столбик, в который у нас провязан уже первый, и только потом провязываю 12 столбик. То есть я поближе, как бы переместилась сюда, к серединке. Дальше средний пальчик. Точно так же я берусь, вот видите, да, провязан столбик. Я ввожу сюда крючок, захватываю рабочую нить, не провязываю. И затем уже на первый столбик берусь, захватила рабочую нить и только потом провязала. Тем самым здесь у нас плотненько мы присоединились. Нету такой дырки большой. Если сразу вы начнете с первого столбика вязать, будет дырка. И закончив здесь 12 ряд, ой, простите, 12 столбик, и здесь вы начнете с первого столбика, будет такая дырка, вы можете так проверить. Итак, вяжем по серединке 6 столбиков. Вот первый мы провязали, так, 2 вместе. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой делаю точно так же. Не довязывая до конца, берусь в тот столбик, который уже провязан, был столбик, и довязываю. Так, шестой столбик провязала. Также с третьим пальчиком делаем. Точно так же вот провязано здесь у нас. Вот мы в него вводим крючок, захватили рабочую нить. Затем в первый столбик захватили рабочую нить и провязали. Вот так мы провязали первый столбик. Вяжем 6 столбиков на третьем пальчике. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Итого у нас в ряду должно быть 36 столбиков. Это у нас начало ряда. Отмечаем маркером начало ряда и вяжем. Это у нас был провязан 7 ряд. Теперь мы вяжем 8 ряд, 36 столбиков. Вяжем без изменений получившиеся 36 столбиков. Главное, не потеряйте столбики вот тут вот между пальчиками. Они тут немножечко будут такие вот маленькие, их плохо видно будет. Главное, их не потеряйте. 9 ряд, 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 30 столбиков. Я не буду вязать тут убавки со смещением, так как их тут немножко, поэтому я провяжу 4 столбика и убавка, как обычно. Повторяем так 6 раз. 10 ряд мы провязываем без изменений, получившиеся 30 столбиков. 11 ряд, 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду 24 столбика. 3 столбика и убавка. 12 ряд, 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 18 столбиков. 2 столбика и убавка.
убавка за передние стеночки петли. Итак, теперь с 13 по 35 ряд 23 ряда мы провяжем без изменений 18 столбиков, которые получились у нас в этом ряду. И параллельно наполняйте пальчики сразу, пока есть к ним доступ. И дальше, когда будете вязать высоту, наполняйте параллельно ручку. Провязываем до края недостающие столбики, так как у нас начало ряда где-то здесь, поэтому нам надо довязать. Так вот, делаем ровненько ручку, довязали до края. Теперь мы будем связывать два края вместе столбиками без накида. Наполнили ручку, здесь вот немножечко, где-то ряда 3 не дополняйте, и провязываем вместе два края 8 столбиками без накида. Соединительный столбик, ниточку отрезаем, оставляем для пришивания хвостик. Вяжем так вторую ручку. Вяжем ноги, верхняя часть ноги, оставляя в начале хвостик для того, чтобы пришивать. Набираем 30 воздушных петель, цепочку из 30 воздушных петель, и смыкаем в кольцо, провязывая сразу столбик. То есть, так как будем вязать по спирали, сразу провязываем первый столбик. Итак, мы будем вязать по кругу 30 столбиков, 16 рядов. Это у нас первый ряд по цепочке. Первый ряд. И так мы вяжем 16 рядов без изменений, 30 столбиков без накида. Так, провязали. Теперь провязали вот 16 рядов. Теперь вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 24 столбика. Это был у нас 17 ряд. 18 ряд. 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 18 столбиков. Убавка за передние стеночки петли. Следующий 19 ряд, столбик и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду остается 12 столбиков. Столбик и убавка. И последний 20 ряд у нас 6 убавок подряд. Итак, провязали, отрезаем ниточку. Мы будем ножки притягивать. Мы не пришивать, а притягивать будем. Поэтому отрезаем коротко и стягиваем отверстие за передние стеночки петли 6 столбиков. Пропускаем ниточку и стягиваем отверстие. Вяжем ботинки, верхнюю часть ботинок. Набираем цепочку из 17 воздушных петель. И начиная с 3 петли от крючка, отсчитываем 3 петлю и в 3 провязываем первый столбик. И так вяжем 14 столбиков по цепочке. Провязали 14 столбиков, в последнюю петелечку вяжем 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 13 столбиков. Я берусь за полупетельку, за одну полупетельку. Провязали 13 столбиков и
последнюю, вот сюда вот, дырочка тут есть, вот это вот, провязываем 2 столбика. И в первом ряду у нас 32 столбика. Второй ряд. Можете положить маркер, чтобы не путаться. Значит, вяжем 15 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 3 столбика в одну петлю. Раз, два, три. Затем также с противоположной стороны мы провязываем 15 столбиков без накида. И в последнюю петлю провязываем также 3 столбика. Раз, два, три. Во втором ряду у нас получилось 36 столбиков. Третий ряд. Прибавка в первый столбик. Затем вяжем 13 столбиков. Дальше вяжем 5 прибавок подряд. Раз, два, три, 4, 5. Теперь вяжем 13 столбиков. Провязали 13 столбиков. Теперь вяжем 4 прибавки подряд. Раз, два, три, 4. И с первой прибавки у нас тоже с этой стороны 5 прибавок подряд. В третьем ряду у нас получилось 46 столбиков. Четвертый ряд. Столбик 1, затем прибавка. Дальше вяжем 13 столбиков без накида. 13 столбиков провязали, делаем прибавку, затем вяжем 8 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем прибавку и вяжем дальше 13 столбиков. Провязали 13 столбиков. Дальше у нас прибавка и 7 столбиков в конце. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В начале, как вы помните, мы провязали столбик и прибавка. Столбик этот 8. Так, у нас получается опять же с двух сторон одинаково. По прибавке по краям, между прибавками 8 столбиков. Что здесь, что здесь. Далее пятый. Получилось у нас, значит, в четвертом ряду 50 столбиков. Пятый ряд мы вяжем без изменений. 50 столбиков. Дальше шестой ряд. Прибавка в начале. Затем вяжем 15 столбиков без накида. Теперь вяжем 13 прибавок подряд. Раз, два, три. И 13-я прибавка. Дальше вяжем 15 столбиков без накида. Провязали 15 столбиков. Теперь 6 прибавок подряд у нас до конца довязываем. 2, 3, третья прибавка, 4, 5 и 6. Первая прибавка это у нас 7-я. То есть с одной стороны у нас 7 прибавок, с другой стороны 13 прибавок подряд. И в ряду у нас получилось 70 столбиков.
Теперь с 7 по 14 ряд, то есть 8 рядов, мы вяжем 70 столбиков. Итак, провязали 8 рядов без изменений. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Это у нас верхняя часть. Вяжем нижнюю часть. Она вяжется аналогично до 6 ряда. Я провязала на камеру, не буду вам снимать это. Я напишу просто схемку, чтобы вы не возвращались обратно. Вот, вяжем до 6 ряда. Берем по желанию, вырезаем стелечку. Вырезали. Затем 7 и 8 ряд вяжем без изменений. То есть до 6 ряда, когда провяжете, вырежете стелечку, потому что будет ровненькая подошва. И провяжете еще 2 ряда без изменений. 7 и 8 ряд. Как только провязали, можно сразу приклеить горячим пистолетом. И будем дальше вязать. После того, как приклеили, продолжаем соединять, вернее, начинаем соединять подошву и верхнюю часть ботинка. Вот у нас идет ряд, и примерно вот ложим так, чтобы они были параллельно. И соединяем столбиками без накида подошву и верхнюю часть ботинка. Так как мы оставили ниточку на подошве, вот этой ниточкой мы и соединяем. Дальше продолжаем вязать столбиками без накида. Провязываем так по кругу, оставляем немножко пространства, наполняем синтепоном и закрываем вязание. Вот я наполнила в оставшемся пространстве, через оставшееся пространство и довяжу до конца. Ниточку фиксирую и отрезаю и прячу. Довязала до конца и делаю соединительный столбик в следующую петелечку, отрезаю ниточку и прячу. Значит, смотрите, когда вы свяжете один ботиночек и начнете вязать второй, постарайтесь вязать их одинаковой плотности, потому что может получиться так, что один ботинок будет больше другого. Вот, старайтесь плотность выдерживать. Вяжем так оба ботинка. Теперь берем ножку, наполняем синтепоном и смотрите, где у нас прибавок больше, это у нас передняя часть ботинка, где меньше, это задняя часть. Вот к задней части наполняем синтепоном и пришиваем ботинок. Я сейчас вам скажу, на каком ряду вот задняя часть должна располагаться. Значит, отсчитываем. Вот у меня первый ряд, вот он. Вот считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Между 10 и 11 рядом располагаем. Значит, пришиваем между 10 и 11 рядом. И дальше вы выравниваете круг. И как он ложится, так его и пришивайте. Соответственно, когда будете пришивать вторую ножку, ориентируйтесь на первую, чтобы у вас одинаково было пришито. Вот пришиваем ножки к ботиночкам. И еще наполняйте плотно, так как у нас ножки будут притягиваться, когда будем немножко стягивать, чтобы здесь совсем не сплюснулась она нога, поэтому мы должны наполнить ее плотненько. Возвращаемся к голове. Когда я закончила уже голову, я заметила только потом, что я забыла фетр присоединить к глазам. Поэтому теперь я, так как уже закрыла, я уже не стала это все распарывать. И, в общем, буду эти яблоко, это белое, из ниточек делать. Вот я сделала первое яблочко такое. Теперь второй глаз. Значит, если вдруг это как раз пригодится для тех, у кого нет фетра.
А если есть фетр, вот, который я вам показывала, да, в начале видео, вы можете вырезать по глазу размер круга и вот на таком вот, как бы приподнять его, фетр этот вот глаз, чтобы он вот тут вот у вас так вот виднелся снизу. Потому что здесь у нас будет века, и вот эти вот краешки, они спрячутся веком. Поэтому нам главное вид вот этот вот сделать. Значит, первый глазик я сделала ниточкой белого цвета из этой же серии. Вот, теперь беру второй глазик. Значит, расстояние у меня получается, где я начала. Вот ряд, где у нас тут столбики, полустолбики с накидом. Вот ряд, да? Вот от него отсчитываем, считаем его тоже. Вот раз, два, три. Между третьим и четвертым рядом отсюда ввела иголочку, ниточку. И точно так же с этой стороны смотрю, я уже здесь буду ориентироваться по этому глазу. Получается, что я вывожу вот сюда. Значит, вывели ниточку сюда, иголочку вводим отсюда и посередине здесь выпускаем, пропускаем ниточку. Так, чтобы иголочка с ниточкой были вот сверху, как видите, да? Чтобы можно было вот так вот ее взять и зафиксировать. И повторяем так несколько раз, пока не станет вот такое вот расстояние. Сильно не стягиваем. Вот, и ложим именно вот таким образом, чтобы он ложился, ниточка ложилась. И можно по чуть-чуть ниже опускаться и где-то 2 раза пройтись в одной, ну, по одной линии, 2 раза по другой линии, чтобы теперь я вот это все буду проходить несколько раз. Теперь сюда можно опять под глазик, ну, чтобы закрыть вот это вот пространство. Вот таким образом я пройдусь. Значит, здесь у меня, сейчас скажу, сколько ниточек. 5 ниточек. Так и здесь тоже постараюсь сделать, чтобы толщина была одинаковая. Вот после того, как все сделали, ниточку я вывела сюда и просто возьму за какую-нибудь из ниточек и зафиксирую, сделаю такой вот узелочек и спрячу ниточку именно так, потому что по-другому я ее не смогу спрятать. И узелочек уберу вовнутрь, он спрячется. А если не спрятался, то ничего страшного, у нас тут века будет, и оно все это спрячет. В общем, вот так можно сделать яблоко. Потом можно взять клей для ткани, прозрачный, и пройтись, хорошенечко промазать, чтобы, во-первых, она склеится, во-вторых, прозрачный клей, не будет его видно, чтобы ниточки не шевелились, чтобы держали форму. Все это фиксировать клеем. Клей для ткани прозрачный. Дальше продолжаем оформлять голову. Теперь давайте мы... Значит, если вы будете клеить, клеем промазывать, то ждите, пока высохнет. Либо это сделайте потом уже в конце, перед тем, как будете пришивать веки, то это надо сделать. Теперь смотрите, берем черную ниточку и примерно смотрим, где у нас будет располагаться рот. Так вот, прикладывайте ниточку и смотрите. Я думаю, каждый может для себя выбрать расположение рта, как вам нравится. Вот примерно вот так вот смотрим. И вот он у нас так расположится. Я сейчас сделаю и скажу вам, на каком расстоянии я пришью ротик. Итак, я решила расположить между 8 и 9 рядом. Вот от серединки я читала, между 8 и 9 рядом. Значит, узелочек сделали
на конце. И, значит, вот ввожу ниточку сюда. И в нескольких местах мне надо будет притянуть, чтобы ниточка осталась в этом ряду, никуда не съехала. То есть натянули так, чтобы она лежала именно вот между рядами. И вот с двух сторон, в 3 местах можно вот так вот прижать чуть-чуть. Вот вывела с этой стороны ниточки, с этой стороны ввожу. Ну вот, ротик будет держаться. Теперь сделаем ноздри. Вот, ноздри я сделаю, значит, вот на этом ряду, наверное. Вот кружок, и вот это следующий ряд. Сразу вывожу вот сюда. Сильно не стягиваем. И вот этот ряд вниз сюда. Так, думаю, так. И, значит, с этой стороны уже не этот ряд, потому что тут у нас спираль. Когда получается, придется где-нибудь в следующем ряду. Примерно надо расстояние на одинаковом, чтобы было расстояние. Такие вот ноздрики будут. И зафиксирую я также вот сюда в уголочек к ниточке, к этой вывожу иголочку. Вот так вот получается у нас мордочка такая. Значит, здесь просто берем ниточку, под ниточку провели иголочку и прям сюда в угол зафиксировали. Вот и все. Теперь будем пришивать веки.